Итак, криптоэнтузиастики, быстренько посмотрим эфириум. Вчера мы, в принципе, высказывали мнение, то, что у нас здесь нисходящий клин есть на эфириуме. Само собой, эфириум выглядит по-бычьи. И мы вчера пробили клин, вернулись на ретест данного клина. Все у нас здесь, в принципе, очень хорошо. Выглядит все это по-бычьи. На 4-часовике ретест. На дневке сформировали ордер блок. Вообще шикарно. Практически тютелька в тютельку здесь. Ну, чуть-чуть есть разность в фитилях. Здесь тоже разность в фитилях. И вчера мы предполагали, что буквально сегодня мы с вами сможем увидеть откат эфириума вплоть до 4200. Мы можем даже откатить на 4200. Мы можем в течение дня откатить, вернуться обратно, покачать здесь. Может быть такое, что здесь будет фитиль, ну, на подобная ситуация, как вот здесь. Вот. И мы можем здесь сформировать пару свечей волчок. Вот как было вот здесь. Раз, два. Сегодня, завтра пятница, воскресенье. Вернее, суббота и воскресенье мы можем, конечно же, здесь сделать разворот для того, чтобы сделать в дальнейшем поджатие. Поджатие у нас будет типа, ну, вот так вот выглядеть. Если у нас будет поджатие, то мы будем в дальнейшем формировать фигуру, похожую на бычий треугольник. И данное поджатие мы можем откатить сегодня. Допустим, закрепимся, сформируем свечу волчок. Завтра тоже у нас свеча волчок. Суббота, воскресенье, здесь небольшой может быть рост. Вот. И здесь будет у нас пускай поджатие до понедельника. Это самый идеальный сценарий для эфириума, для того, чтобы мы здесь набрали силу, сформировали разворот. На недельке все это будет выглядеть, ну, похоже на свечу молот. Потому как у нас здесь просто-напросто огромнейший фитиль в диапазон 4 тысячи долларов. Ну, здесь получается 4,60. Потом все это дело мы откупили, поджали и закрыли недельку хотя бы в диапазоне 4,365. Вот если мы суббота-воскресенье закрываем недельку в диапазоне 4,365 примерно, то у нас здесь сформируется такой вот хороший, шикарнейший просто молот. Ну, он может быть и красный, конечно же, но молот — это разворотная бычья структура. Похожий молот у нас был, ну, вот здесь вот молот. Вот здесь у нас был молот. Правда, после молота здесь еще была боковая консолидация. В принципе, вот так вот. Ну, молот это вообще будет выглядеть все по-бычьи. Само собой, мы можем сформировать на 4-часовике здесь такой вот бычий треугольник. И нисходящий клин перейдет у нас в бычий треугольник. Аналогичная ситуация у нас была, если мы посмотрим на дропстепе, когда мы рассматривали эти графики на эфириуме. Аналогичная ситуация у нас была и вот здесь вот, в начале августа. Правда, здесь мы немножко пролились. В принципе, вот так вот. Что у нас по сигналам? На данный момент мы видим то, что у нас был сигнал на продажу. Сигнала на покупку на дневке пока что не было. Может быть такое, мы проторгуем до половины хотя бы этот ордер блок. У нас появится сигнал на покупку. На 4-часовике есть у нас сигнал на покупку. Это очень хорошо. Я здесь, в принципе, заходил в небольшой лонг в закрытом канале. Я писал об этом. Итак, на 4-часовике есть сигнал на покупку. На часе, ну понятно, что там на часе будут сигналы у нас на покупку, на продажу. Есть здесь небольшой сигнал на продажу. Но нас интересует дневка. На дневке пока что нету никаких сигналов на покупку. Но не нужно забывать о том, что даже то, что мы, допустим, тут уже сформировали ордер блок, сигнал о покупку может где-то появиться вот здесь, вот спустя пару дней, как это было у нас, допустим, 7 августа. Вот. Сигнал на покупку был.
засветился. А ордер блок разворотный был вот здесь. Вот, правда, он был маленький, но все равно ордер блок. Похожая ситуация может быть и здесь. И само собой, мы здесь еще немножко добавим то, что мы здесь можем, конечно же, отрисовать перевернутую голову и плечи. Так вот, оп, оп. И здесь у нас уже начинают рисовать перевернутую голову и плечи. Ну а перевернутая голова и плечи — это все у нас лонговая ситуация. Само собой, мы можем, конечно же, отрисовать бычий треугольник. Походить в этом вот треугольнике и уйти выше, штурмовать вершину 4860 долларов. 4860 это у нас вершина прошлого бычьего цикла. Если мы посмотрим на недельки, вот у нас вершина прошлого бычьего цикла. Можем даже поточнее поставить. Это у нас на Binance. Вот так вот. 4868. Вершина прошлого бычьего цикла на Binance. Я думаю, что здесь эфириум наберет свои обороты. Мы сформируем такую бычью хорошую структуру. И мы уйдем выше. На это все у нас может уйти от 1 недели до 2-3 недель. Так что нужно набраться терпения. Что по альткоинам? Так как у нас был биткоин сезон, и мы это видели на доминации биткоина, то сейчас на данный момент у нас эфириум сезон. И альткоины просто нет смысла пока что рассматривать. Ну, там есть какие-то экзит-пампы по альте и все. Я думаю, что на данный момент у нас в основном будет пока что преобладать в росте эфириум. И некая часть ликвидности будет перетекать из альткоина в эфириум. Если в прошлом у нас перетекало в биткоин, то сейчас частично будут перелаживать бабки из битка в эфириум, ну и само собой из некоторых альткоинов. Вот что. А альт-сезон у нас будет, наверное, к концу завершения бычьего цикла. По завершению бычьего цикла, повторимся, у нас есть еще время. 3-4 месяца. Вот, мы уже подходим к завершению. Никакие там 26-й год, я в это все не верю. Метрика Stock to Flow у нас работает. Отрабатывает она шикарно. И здесь в 2025 году у нас закончится бычка по крипторынку. Дальше мы будем погружаться на медвежку. Поставит ли биток в этом цикле диапазон 160 тысяч долларов, или биток остановил свое движение и будет дальше находиться в боковике в диапазоне 110-125 тысяч долларов, знает только сам манипулятор. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Поддерживаем канал лайками, подписками, комментариями. Всем пока, до связи и мирного неба.